Я приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. В этом видео поговорим о том, как наиболее эффективно использовать кондиционер в жаркое время года, то есть летом, и что необходимо сделать, чтобы продлить срок его службы. Правильно эксплуатируя кондиционер вашего автомобиля, вы оградите себя от дорогостоящих ремонтов и продлите срок его службы. Если есть возможность, паркуйте автомобиль в тени. Когда автомобиль длительное время находится под лучами солнца, температура внутри салона может достигать 60 градусов по Цельсию, а возможно и даже выше. А для того, чтобы охладить салон при такой температуре, кондиционеру приходится работать на пределе возможностей. В случае, если вы не можете парковать автомобиль в тени, используйте солнцезащитную шторку. Разместив ее на лобовом стекле, вы сможете снизить температуру в салоне на 10-15 градусов. Кондиционеру потребуется меньший период времени для того, чтобы охладить воздух в салоне. Также шторка защитит панель и обивку сидений от выгорания и растрескивания. Ну а теперь перейдем к тому, что вы будете делать, когда садитесь в раскаленный автомобиль. Многие водители включают кондиционер на максимум и трогаются с места. Не торопитесь. Как только вы заняли водительское место, откройте все окна, не включая кондиционер. Через 1-1,5 минуты температура в салоне значительно понизится. Закройте окна и только затем включайте кондиционер. Проветривание салона не требует от вас совершенно никаких усилий, но имеет заметный эффект. Это простое действие позволит кондиционеру быстро создать комфортную температуру в салоне и продлить срок его службы. Что делаем дальше, после включения кондиционера? Нажимаем кнопку рециркуляции. При этом режиме кондиционер использует не уличный воздух, а воздух из салона, который уже был охлажден. Вы можете использовать этот режим 3-5 минут, чтобы быстро охладить салон автомобиля. Также вы можете использовать режим рециркуляции, если едете по пыльному участку дороги или стоите в пробке за дымящимся грузовиком. Важно помнить, что использовать режим рециркуляции более 15 минут подряд нецелесообразно. В замкнутом пространстве салона автомобиля быстро накапливается углекислый газ. Это может вызвать головную боль и резко снижает внимание водителя. Следующий момент. Чистота салонного фильтра вашего автомобиля. На самом деле, очень часто причина умирающего кондиционера кроется не в серьезной поломке, а в загрязненном салонном фильтре. Салонный фильтр – это барьер на пути пыли и пыльцы, попадающих в салон вашего автомобиля. Постепенно фильтр превращается в плотную пробку, которая препятствует нормальной работе вашего кондиционера. А что мы имеем в результате? Воздух еле идет, да к тому же и теплый, и вы начинаете думать о серьезном ремонте кондиционера, который вас ожидает в ближайшей перспективе. Но решение этой проблемы элементарно. Систематически проверяйте салонный фильтр. Если он загрязнен, немедленно меняйте. Это не только восстановит нормальную работу кондиционера, но и защитит здоровье людей, пользующихся автомобилем. Что еще важно для нормальной работы кондиционера? Герметичность системы. Важно следить за состоянием шлангов. Шланги могут трескаться, что приводит к разгерметизации системы и потере необходимой температуры при транспортировке хладагента. Кондиционер, конечно, будет работать, но особой пользы от него не будет. Если шланги имеют повреждения, замените их как можно скорее. Следует периодически проверять уровень хладагента. При критически низком уровне хладагента может пострадать сама система, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Проверка уровня хладагента – быстрая процедура. Главное, чтобы ее выполнял профессионал. Он измерит давление в системе, найдет утечки, если они есть, и добавит хладагент до необходимого уровня. Как только эта работа будет завершена, кондиционер опять порадует вас отличной работой. Чистый радиатор кондиционера – исправный кондиционер. Радиатор принимает на себя основную грязь дороги. Если его соты забиты пухом, пылью и насекомыми, нарушается теплообмен, что приводит к серьезным проблемам. Последствия загрязнения радиатора. Снижение эффективности.
кондиционер перестает нормально охлаждать воздух, в салоне становится жарко. Повышенный износ деталей. Из-за плохой теплоотдачи давление в системе возрастает до критических отметок. Это заставляет компрессор работать на износ, что может привести к его поломке и дорогостоящей замене. Перегрев двигателя. Кондиционер расположен перед главным радиатором охлаждения двигателя. Забитый радиатор кондиционера блокирует поток воздуха, из-за чего двигатель начинает перегреваться. Коррозия сод. Скопившаяся грязь впитывает влагу и реагенты с дороги, что разрушает алюминиевые трубки радиатора и вызывает утечки фреона. Когда и как проводить чистку? Регулярность. Рекомендуется проводить профилактическую мойку каждые 1-2 года или каждые 30-50 тысяч километров пробега. Если вы часто ездите по грунтовым дорогам, процедуру лучше делать чаще. Способ очистки. Лучше всего мыть радиатор со снятием или частичным отведением. Простая поверхностная мойка на автомойке под высоким давлением может загнуть тонкие пластины, ламели, ухудшив обдув и также повредить электрику. Лучше обратиться в проверенный специализированный сервис. Как можно понять, что ваш радиатор забит? Кондиционер долго и слабо охлаждает воздух в жаркую погоду. Кондиционер системы часто включается и отключается, работает громче обычного. Стрелка температуры двигателя начинает ползти вверх при включенном кондиционере. При визуальном осмотре через решетку кондиционера виден плотный серый слой пыли, грязи и тополиного пуха. Я надеюсь, что эти простые советы были полезны для вас. Если вы будете их придерживаться, то система кондиционирования вашего автомобиля будет в исправном состоянии. Я благодарю всех вас за просмотр видео. До новых встреч. До свидания.